Мы продолжаем серию обзоров крипторынка, наших сделок, и все это в рамках нашего общения между роботами и инопланетянами. Но если вам интересно, можете взять для себя что-то из наших стратегий, из того, как мы ищем точки входа. Возможно, вам понравятся те монеты, которые мы рассматриваем для торговли, для наблюдения или же для долгосрочного инвестирования. Инопланетный гость расскажет, почему все это не финансовая рекомендация. Да, не финансовая рекомендация, потому что это наш эксперимент, это потому что то, как мы видим рынок, то, как мы его торгуем, то, как мы обучались, так и продолжаем делать. И вот 17 апреля мы начали наш эксперимент. Что сегодня? Сегодня тоже было немного времени, поэтому зашел с утра пораньше, проанализировал рынок, все показывало вот здесь вот на лонг, и RSI был внизу, и дополнительный индикатор был, показывал, что даже, наверное, вот здесь я, может быть, неважно. Индикатор показывал, что лонговый, проанализировал на разных таймфреймах. Наверное, я просто поздно встал, поэтому вот здесь зашел в лонг, выставил цель 14,499, но рынок пролился, отодвигал несколько раз стоп. Не хочется терять свою статистику прибыльных сделок, и в данный момент находимся вот здесь, вот в районе 14,27,1. Так как я слежу тоже за ликвидацией, ликвидация у меня не наступит, потому что небольшое количество монет. И вижу, что вот эти вот линии тоже подходят ближе к цене, и если мы перекроем эти линии, то нас ждет рост. Интересная история, на самом деле, сегодня наблюдал, и все показывало на шорт. Я не знаю, каким образом ты распознал лонг, но хотелось зайти, ожидая отскока. Да, и как ты справедливо заметил, очень много индикаторов, практически все показывали, что есть перепроданность и что пора бы уже пойти в другую сторону, но в какой-то момент вот это вот нудное накопление, которое легонечко то поднималось, то опускалось, просто сделало такой пум вниз. И, в общем-то, это было заметно, это было под уровнем смены подтвержденным, и было, да, это было поздновато. Это уже было в районе 18 вечера. И я это видел, наблюдал и отшортил. Вот. Так что могу, в принципе, рассмотреть это, показать, как это выглядело на графике. У меня здесь как раз я практически все убрал, все элементы рисования, чтобы они не мешали нам видеть, понимать, что здесь есть. И одна единственная линия, за которой я сегодня наблюдал, это был вот это вот, так и написано у меня уровень смены тренда. И если перейти на более младший таймфрейм, мы вдоль нее плясали сегодня. И пока мы плясали, то есть после вот этого вот пролива ночного, мы плясали сверху. И как только мы сделали вот такое подтверждение снизу, вот здесь можно было уже не ждать, что мы пойдем вверх. И я где-то вот здесь вот, видя ситуацию, на магике, правда, не на эфире, на магике, потому что у магика шаг на порядок длиннее, быстрее, сильнее, я зашел и отторговал, вернусь уже к магику. Просто эфир у меня был как объект наблюдения для того, чтобы понимать, куда идет у нас рынок. И вот это то место на магике, которое только что я показывал на эфире. Тоже был такой обманный ход, да, как будто бы мы начинаем отрастать. Вот здесь даже, как ты справедливо заметил, был обманный выход, вот если считать, что здесь мы ходили от этого места или вот от этого места в самую нижнюю точку, как я люблю, и вот можно было провести, что мы вроде как вышли из нисходящего тренда и пытались подтвердить выход из нисходящего вот здесь, вот такой, и потом все сломалось. Да, и произошел вот этот вот слив. Я, правда, отторговал вот до сюда,
И вот на этом накоплении стал наблюдать, что будет дальше. Вот это было для меня небольшим подтверждением продолжения тренда, но я все-таки еще решил понаблюдать, пока я думаю, что мы достаточно сильно прошли. Вот показывает TradingView минус 14%. Подожду, возможно, все-таки будет какой-то отскок. И вот здесь у меня есть новый индикатор, который я наблюдаю. Возможно, буду применять для торговли. Он горит пока перепроданностью и горит пока сигналом, что, может быть, все-таки будет небольшой, как минимум, отскок. Ну и, соответственно, вот это падение, оно оставило за собой несколько имбалансов, к которым, как правило, цена возвращается, ты знаешь. Ну, впереди у нас выходные, манипулятивные, да, уже с пятницы начались манипуляции, и поэтому можем ожидать всего чего угодно. Однако напомню, что мы говорили раз уж я только что вскользь затронул имбалансы, мы всегда помнили об имбалансах, которые оставил за собой биткоин с его теперешней доминацией в 64. В общем-то, весь рынок ориентируется на него, хоть я ориентировался сегодня на эфир. И вот нечто подобное на биткоине происходило тоже, такой же уровень. Я просто показал на дневке, что он был прорисован у меня примерно так же, как и на эфире. Да, вот он, уст, просто на более меньшем таймфрейме. Точно так же получал подтверждение того, что мы выходим в те же 18, где-то примерно часов. Это было вот, ну вот здесь вот, на 4 часах этого не видно. На 4 часа я ходил, чтобы показать имбаланс, который мы забрали. Да, вот здесь вот, если кто-то владеет терминологией имбаланса, это от тени первой свечи до, ну, в общем-то, вот у этой свечи есть тень, у этой свечи есть тень, а между ними есть разрыв, да, вот они не перекрывают друг друга, и можно прорисовать здесь прямоугольник. У меня в заготовках есть имбалансы, и мы увидим, что точно в эту историю мы пришли сейчас ценой. Вот оно. Значит, и поэтому история с имбалансами, она такая актуальная остается, но у нас есть они ниже прорисованы здесь, поэтому будем наблюдать, возможно, будет хорошая реакция от этого, но это не точно. У меня есть великолепная зеленая линия, которая, я считаю, что должна быть линией уже какого-то окончательного решения рынка, когда он, ну, наверное, все-таки покажет свое истинное лицо, и либо это будет ниже, поход ниже вот этой оранжевой, и отработает сценарий, который у нас из прошлого есть и очень похож на то, что он так качественно отрабатывает, либо мы оттолкнемся и уже от района, может быть, от 104 мы оттолкнемся, может быть, мы оттолкнемся от 100, и пойдем выше, и тогда вот этот вот наш сценарий уже будет не актуальный. Но пока, согласитесь, отработало очень похоже по тому, как здесь прорисовано, и мы где-то сейчас вот здесь, и, как я уже говорю, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Как будет, так будет. Спасибо за то, что ты поделился своими. Я поделился своими. Ну, это, как я уже сказал в самом начале, наш проект. Мы как видим, так видим. И делимся с вами своими историями наблюдений и тактикой рассмотрения, где меняются тренды и где можно поискать точки входа в сделки. Ждем от вас ваше видение. И, как мы уже говорили, в субботу мы еще продолжаем торговать и наблюдать, и делать обзор за рынком. То есть завтра еще встретимся, а в воскресенье будем отдыхать. Пишите комментарии, ставьте лайки и поддерживайте канал. До завтра.